Всем привет! Настала очередь слепить спинозавра. Сразу же небольшой спойлер. Вот он такой у меня по итогу получится. На фото он загрунтован, но еще без окраса. Также хочу сказать, что это будет диорама. Водная диорама. И это один из ее участников. Этот динозавр. Также будут еще и другие фигурки. Спинозавра меня просили слепить давно. Наверное, когда я еще слепил первого своего динозавра. Тут вот ссылочку я прикреплю сверху на видео с тираннозавром, с головой. Итак, начнем. Делать я начинаю по своему обычаю из каркаса. Этот способ лепки мне сейчас нравится больше, хотя есть и другие варианты. Возможно, я потом когда-нибудь расскажу о них тоже. Почему я долго тянул именно с этим динозавром? Он же самый такой популярный считается, который в своей популярности на пике даже тираннозавра, можно сказать, обогнал. Все из-за того, как некоторые любители динозавров знают, что это чуть ли не самый переделываемый динозавр. Причем не просто небольшие изменения, а даже, можно сказать, колоссальные. Вплоть до того, что он вполне мог плавать. Такая вот теория сейчас развивается. Вот такой вот сухопутный, такой или такой. Это уже пройденный этап. Или все-таки он плавал, или даже нырял. Вот, кстати, мой любимый. А как вам вот такое вот чудо я нашел? Вот именно поэтому я и тянул с ним. Тянул, а потом решил все-таки его сделать. И сделать именно новую версию, полуводную. Мне она больше понравилась. Именно на 4 лапах вряд ли он ходил, я сомневаюсь. Но вести полуводный образ жизни вполне похоже, что мог. Значит, вот по этой реконструкции, которую я распечатал в масштабе 1 к 30, я делаю каркас. Внутреннюю часть я заполнил фольгой. Можно вставлять вот такие киндеры. Пустые, естественно. Но для нашего героя они слишком большие. Когда, например, я делал гигантозавра и тираннозавра, они подходили в самый раз. Чтобы пластика держалась, лучше обмотать тонкой проволокой. Диаметр в моем случае 0,4 мм. Из этой же проволоки я сделал каркас для пальцев. Проволока сэкономит нам немного пластики, ну и, конечно, укрепит каркас. Да, и полимерка не будет при этом гулять в разные стороны. Заканчиваю хвост тоненькой проволокой. И каркас в целом готов, за исключением головы. Голову соединяю отдельно, так как сама основа была из более толстой проволоки. Такая получается шея у нас широкая к низу будет, да? Кстати, голову надо будет тоже, наверное, повернуть. Сейчас сразу же ее разверну. Так, как будто он так в сторону немного смотрит. Вот, кстати, можно сравнить с прошлым Тирексом и гигантозавром. Такой толстый Тирекс по сравнению с гигой. Про киндеры я раньше говорил, так вот, тираннозавра их влезло аж 2 штуки. Спинозавр в сравнении видно, что больше, ну, точнее длиннее, не больше. Шея такая длинная у него, да? Ну, по толщине примерно как гигантозавр, наверное. Посмотрим потом по итогу. Теперь последний этап перед лепкой. Мне нужно придать форму ему. А форма у меня должна быть такая. Типа он прыгает в воду и плывет, перебирая лапами. Сгибаем ему немного туловище и хвост.
теперь я устанавливаю его на основу. Она будет служить подставкой. Пока. Но, возможно, я ее так и оставлю. Или заменю в итоге на более широкую. Пока не решил. Но для работы подойдет. Приступаем уже к лепке. Я беру полимерку Цернит No. 1. Она очень твердая, поэтому я нарезаю сначала маленькими кусочками, их разминаю отдельно и леплю. Можно использовать и более мягкую, я привык так сначала делать из твердой. Твердая просто жесть. Наверное, надо было размягчитель добавить. Ну да ладно, сейчас как-нибудь мы ее замажем туда. Лепим, 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 лепим. И, наконец, слепили. Именно так, потому что дело это муторное. Теперь нужно все это дело разгладить. Еще раз, и постоянно это нужно делать, сравниваем с моделью. Ну вот уже вид приобретает такой уже. В общем, пластика я кроме головы везде прошел у паруса. Уже так что-то вырисовывается у нас. Пришпандориваем ему парус. Делаем это с одной и с другой стороны. И хвостовой плавник. Или, как это правильно сказать, тоже делаем. На него он у меня без каркаса. Кстати, парус я делаю, как вы заметили, из другой глины. Из моей любимой, вам скажу. Gamma Doll. К сожалению, сейчас ее сложно найти в продаже почему-то. Очень жаль, если она исчезнет. Глина очень пластичная, мягкая и по более низкой цене. По сравнению, например, там с Фимой. Пока не знаю, как сделать точно костистые отростки на парусе. Сильно их замазывать или явно выделить. Надо, наверное, было сделать все-таки эскиз для начала. По последним находкам на хвосте у него тоже были такие остистые отростки, похоже, что он мог иметь вот такой плавник. Их мы тоже обозначим, что придаст ему такую большую живость, что ли. Сделаю структуру паруса, рельеф кожи или, возможно, кровеносные сосуды, которые он мог иметь, и явно выраженными. Интересно у него голова, посмотрите, это просто крокодил, точнее гавиал, очень необычный. Это еще один, кстати, плюсик в копилку версии о его полуводном образе жизни. В том числе и расположение ноздрей, как мы видим. Таким вот образом разграничиваю глаза, ноздри. Вот это большое отверстие, которое является, кстати, одним из признаков, что это динозавр. Называется оно подглазничное окно. Такое отверстие имели архозавры, и оно сохранилось у птиц современных. А вот, кстати, у крокодилов-то его и нет. Ну вот и наши зубки. Пасть я закрыл перед грунтовкой, чтобы ничего не закрасить лишнего. Как я сделал зубы и пасть, можно посмотреть в других моих роликах. Ссылочку сверху я прикреплю. Также в ролике с тираннозавром и гигантозавром есть описание, как я делал зубы.
Значит, сегодня я уделил побольше времени каркасу. Лапы и детали тела в этом видео не попали. Ну, кто видел прошлое, в общем-то, там примерно по той же аналогии я все сделал. Слишком длинное видео было бы, поэтому я не уместил все это в одно. Главный герой моей будущей диорамы готов. Осталось сделать все остальное. И это я, конечно, покажу, но уже в других роликах. На этом я говорю вам до новых встреч в новых роликах. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, потому что ролики не часто выходят. Всем пока, до скорых встреч.